Минна, коничева! Сегодня мы поговорим с вами о том, почему некоторым людям будет очень сложно адаптироваться в Японии. Казалось бы, Япония – это страна высоких технологий, вежливых людей и потрясающей кухни. Но есть культурные различия и привычки, которые могут стать проблемой и создадут некоторые трудности в адаптации в Японии. И давайте поговорим о них сегодня более подробно. Сразу хочу обратить внимание, что я ориентируюсь только на свой личный опыт, который был у меня, либо у моих знакомых. Он может крайне различаться с вашим личным опытом, поэтому стоит обратить на это внимание и заблаговременно подумать о том, какие вы комментарии будете оставлять к этому видео. Меня зовут Валерия, и я проживаю в Японии с 2018 года. Погнали! Первое, о чем мы с вами поговорим, это выражение своих эмоций. На самом деле в Японии выражение своих эмоций является недопустимым и плохим тоном. Поэтому выражать эмоции бурно и активно на людях это не является правильным. Будь то радость, печаль, грусть или вы хотите вообще поругаться. Да и в целом, говоря о ругани, японцы не ругаются. Зачем это делать? Да, единственное, что исключением могут быть, это дедули, которые почему-то очень любят здесь поругаться, да, с более младшим поколением. То есть таких индивидуумов вы найдете, да, но если в целом мы говорим про страну, да, вот из 100% страны, 90% они не ругаются, смысла нет им на людях ругаться. Они могут, допустим, дома поругаться, если это семья, либо, допустим, просто не обращаться в эту фирму или компанию, в которой у них произошел какой-то конфуз, да, скандал какой-нибудь. Японцам очень важно не показывать эмоции на людях, и это является, в принципе, с одной стороны правильно. Но вот, например, вы выходите из дома, и, в принципе, да, у многих кирпич на лице, но, тем не менее, они довольно-таки улыбчивые. То есть, если, допустим, им что-то понравилось, да, или хорошее настроение, они могут вам улыбнуться, и это нормально. То есть, каждый здесь старается, житель, да, Японии, все-таки защищать личное пространство любого человека, кто здесь живет. Это касается не только каких-то других общественных норм, но также как раз-таки поведением в обществе. С детства японцев учат все-таки не выражать свои эмоции на людях, да, стараться их сдерживать и не показывать. Максимум, что они изучают, это если мы говорим про сабису, то есть это какой-то сервис, да, в сервисе они всегда должны быть улыбчивыми. И независимо от того, больно им, плохо, болеют, не болеют, обязательное условие всех работодателей это чтобы их сотрудник улыбался. В японском обществе все-таки, садясь в общественный транспорт, мы не включаем аудиозвонки, мы не разговариваем по телефону. И это касается правил не только иностранцев, которые приезжают сюда, но также всех абсолютно людей, которые живут в Японии. Как говорится, в чужой дом со своим уставом не лезут, так и здесь получается. Поэтому, приезжая в Японию, вы все-таки должны придерживаться общественным правилам и нормам. Конечно, некоторым из вас, некоторым людям, вообще, которых вы, возможно, знаете, эти нормы покажутся очень странными, и они не захотят ими воспользоваться. Тогда не удивляйтесь, почему на вас будут очень удивленно смотреть и, допустим, хмуриться таким, что ж это за человек такой, да, почему он так себя ведет. Такое, в принципе, нормально. Даже иногда бывает, они вам улыбнутся, но второй раз они не захотят с вами иметь никакого отношения. Поэтому имейте это в виду, что японцы, они, возможно, даже и не покажут своих, опять же, эмоций, но во второй раз не захотят с вами никакого иметь дела. Если поступил очень важный звонок во время вашего нахождения в общественном транспорте, то вы можете просто выйти на остановке, поговорить и вернуться в следующий транспорт, который придет. Конечно, мы сейчас говорим про поезд, и основная задача у японцев это сесть в поезд. Конечно, люди, некоторые общественный транспорт пользуются как автобусы. Да, в автобусах, к сожалению, так не получится. Вы должны будете снова заплатить за проезд. В поезде, допустим, такого нет. Если вы вышли на платформе, то вы ждете следующий поезд и заходите просто в него. И не платите за это ничего. Но если речь идет об автобусах, да, к сожалению, вам придется заплатить еще раз. Но все-таки это лучше, чем помешать другим людям, которые находятся с вами вместе в одном транспорте. Второе различие между японской культурой и некоторыми другими культурами – это просить скидки или торговаться. Почему-то, живя, допустим, в Японии, многие пытаются торговаться с японцами, например, выпрашивать скидку или меньшую стоимость за ту или иную услугу. Но, к сожалению, в Японии это не принято. Наоборот, на вас посмотрят косо и подумают, что вы какой-то очень странный человек. Потому что у них фиксирована цена, которую они считают, что эта цена вполне адекватная для оказания той или иной услуги, либо для продажи того или иного товара. Поэтому, допустим, если вы приходите в магазин и хотите купить тот же ноутбук, да, вы не можете подойти к сотруднику и спросить, а у вас есть скидка личная?
Нет, ребят, такого вы, к сожалению, не можете сказать, это неправильно, это будут смотреть на вас косо и вряд ли захотят в следующий раз с вами иметь какое-то дело. Это же самое касается и лавки с фруктами и овощами, так называемые яо-я. Это уличные лавки, где продаются различные овощи и фрукты, и в основном там торгуют бабули, дедули, либо, допустим, семьи торгуют в этих лавках. В них тоже нельзя торговаться, в них не принято торговаться. Если вы попытаетесь, на вас посмотрят действительно косо и не захотят с вами иметь дело в следующий раз. Конечно, когда вы придете, они будут вас осуждать постоянно, да, между собой, когда вы уйдете. К примеру, обсуждать и говорить, вот опять там этот человек пришел, который поторговаться хотел, или вон тот человек опять пришел, иностранец, который торговаться пытается. Но все-таки в Японии это очень невежливо. Ребят, не торгуйтесь в Японии, не выпрашивайте скидки, такое здесь не принято. И это может показаться очень странно для многих людей, но тем не менее придерживайтесь этих норм, когда вы находитесь в Японии. Следующая общественная норма – это сортировка мусора. Да, многим она тоже может показаться очень странной, зачем сортировать мусор и так далее, но тем не менее, ребят, вы не можете просто так в один пакет скинуть, допустим, и несгораемый мусор, и сгораемые бутылки там. Вас все-таки могут поймать, и за это либо штраф вам выписать, либо все-таки ограничить ваш квадрат, в котором вы живете, да, но не конкретно ваш квадрат, а всех людей, которые находятся в вашем квадрате, да, люди, которые живут и выкидывают мусор абсолютно нормально и по правилам, да, их всех могут ограничить для того, чтобы вы научились правильно сортировать мусор. В большинстве случаев никто не придирается к тому, какой вы пакет используете для выкидывания сжигаемого мусора. Сейчас будем говорить только о сжигаемом мусоре. Но есть такие районы, такие города, где все-таки есть правило, какой вы должны пакет использовать для того, чтобы выбросить сжигаемый мусор. И обычно они продаются в комбине. Это маленькие магазины, которые находятся практически везде. И, соответственно, ваша задача купить такой пакет и использовать его для сжигаемого мусора. Но все-таки есть такие места, такие территории, где нет разницы, какого пакета используете. Это, кстати, очень приятно, потому что не надо тратить деньги на еще и покупку пакета для мусора. Следующее различие – это, допустим, выкидывание мусора в специальные баки, да, которые вы закрываете, либо в специальные места, отведенные для мусора. Допустим, это будут небольшие такие, я бы сказала, как типа гаражика, да, которые закрыты с крышей, чтобы не намокало. И такие тоже есть. То есть это специально отведенные места, куда вы можете выкинуть мусор. В каких-то более таких домах, где есть мусоропровод, то вы можете прийти на минус первый этаж, либо на первый этаж, в зависимости от того, где вы живете, и выкинуть мусор в специальный ящик. Но есть все-таки такие места, такие территории, где нет такого специального места, и люди выкидывают в определенное время, в определенный день на улицу. То есть они выкладывают эти мешки с мусором просто на улицу в определенное время. Как правило, это до 8 утра они выкидывают этот мусор, ставят так на обочину, чтобы машина, которая мусоровоз проезжал, они забрали этот пакет. Это тоже есть такое. Но все-таки есть правило, вы не должны выкидывать этот мусор, допустим, в течение недели туда, да, ставить, или, к примеру, за пару дней, или прям вообще тютелька в тютельку, прямо им в руки давать этот мусор, это тоже не очень правильно. Все-таки старайтесь читать объявления. Возле каждого дома есть объявление вывоза мусора, когда, во сколько, какой мусор вывозится, и все-таки старайтесь как минимум либо ночью выкидывать этот мусор, да, перед сном, вы поставите этот пакет с мусором, если вы знаете, что утром вы не проснетесь к 7 утра, допустим, чтобы этот мусор выставить на улицу. Если у вас это не получается, то лучше выставьте его ночью перед сном, и тогда не будет никаких проблем. Если вы его выставили позже, то вас попросят этот пакет забрать, и вы его будете хранить, например, на балконе. Бутылки тоже, тут в зависимости от того, где вы живете, можно в один пакет, допустим, и пластиковые бутылки, и стеклянные бутылки, и железные, и так далее. Такие есть районы, их очень мало, поэтому в основном все вот эти вот пластиковые бутылки, железные бутылки и, допустим, стеклянные бутылки, они выкидываются каждый в разный пакетик, да, и в основном выкидываются в один день, просто в разных пакетах. Картонные коробки в том числе выкидываются тоже в разные дни. Поэтому проверяйте расписание вывоза мусора в каждом районе, в котором вы живете. Это очень важно. У меня был один случай, когда я только-только приехала в Японию, первые в основном мои дни были, когда я выставила мусор прям так, и мне вот такую наклейку написали, что, пожалуйста, пересортируйте мусор, там есть несгораемый мусор в сгораемом. То есть мне пришлось взять этот пакет домой, пересортировать его,
оставить на балконе до следующей недели, потому что, как правило, сгораемый мусор выкидывают 2 раза в неделю. Соответственно, мой был несгораемый, еще там внутри находился, поэтому несгораемый мусор у меня поставился на неделю, а сгораемый мусор я через пару дней выставила обратно. Также касательно мусора есть еще интересная одна штука. Если вы идете по улице, допустим, купили себе булочку какую-нибудь, да, или купили себе бутылочку воды, и, допустим, по дороге вы ее выпили, съели, то выкинуть в кусты это запрещено, ребят. Даже может прийти вам штраф домой, либо вас могут поймать сразу, потому что полиции довольно-таки много в Японии ходит, особенно я имею в виду в Токио, да, я про другие районы не говорю, потому что я не знаю, как в других районах. Поэтому, если вы вдруг решите, да, выкину я это в кусты. Вот представляете, вы выкинули в кусты, второй человек выкинул в кусты. Возможно, люди, которые привыкли так жить, им будут нормально выкидывать мусор на обочину. Но на самом деле это неправильно, это запрещено, это загрязняет экологию. И японцы очень на это негативно реагируют. Поэтому почти каждый японец, почти каждый житель Японии носит с собой в сумочке какой-нибудь небольшой пластиковый пакет, в который они выкидывают как раз-таки какие-то обертки, ту же бутылку и так далее, да, и несут этот пакет домой, потому что на улице нет мусорных баков. Они есть, но, допустим, в комбине, то есть вы можете прийти домой, этот мусор забрать с собой до дома, да, дома отсортировать и выкинуть, а можете, допустим, зайти в комбине и там снова отсортировать, потому что там есть несколько урн, куда вы можете выкинуть этот мусор. Кстати, если вы кто-то из вас подумал, наверное, я буду выкидывать мусор, если не успею в комбине свой домашний, не получится. Если вы будете пытаться в комбине выкинуть свой домашний мусор, это будет очень негативно на вас сказываться, и в итоге работник этого комбини может к вам подойти и сказать, а пожалуйста, не выкидывайте свой домашний мусор сюда. Это тоже нормально, к вам могут подойти с замечанием. Еще один из пунктов, которые, наверное, многие к этому очень не привыкли, не знают, как так можно. Наверное, это прямолинейность. В Японии не принято быть прямолинейным. Вот, например, вы хотите пойти в магазин, но друг вам говорит, ой, а пойдем со мной в кино. И по идее вы должны отказать ему, потому что вы должны идти в магазин. Так как отказать? Если вы скажете, нет, я не иду с тобой в кино, это будет очень грубо для японца, да, для японского языка это будет крайне грубо. Как это так? Мне сказали, нет. И многим национальностям, многим людям это крайне дискомфорт вызывает. Я имею в виду про иностранцев, которые приезжают в Японию, потому что они привыкли говорить просто коротко да, нет. Но в Японии необходимо все-таки с этими словами немножечко играть, игру слов такую. Например, вы хотите сказать нет, вы можете сказать, извините, но сегодня я не могу, давай в следующий раз. Это будет легкий отказ и приемлемый для японского общества. Или можно вообще сказать, извини, сегодня я немного занят. То есть немножечко так приврать можно для Японии, для японцев это нормально. Главное, это не прямой отказ. Есть еще масса других пунктов, которые я бы хотела сегодня вам рассказать. Но если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, мне будет интересно их послушать. Ну а я с вами прощаюсь, до следующего выпуска. Джаны!